А у меня продолжается выпечка. Осталось чуть-чуть времени до приезда детей. Я пробую делать сочники. Это мои любимые. Я всегда их в детстве, помню, мама мне всегда эту вкусняшку покупала. Вот я пробую. Легкий рецепт. Быстренько все смешала. И сейчас буду выпекать. Вот такие получились вкуснячие сочники. Детки сказали просто 100 баллов. Всем привет! Сегодня среда, день хёрлинга у Евы, но вчера Ева прыгнула с какой-то горки на продленке, я так понимаю, и что-то у нее с ножкой, скорее всего, небольшое растяжение, наступает с трудом, ну то есть ничего не отекло, визуально все хорошо, но, наверное, где-то глубокие связки и мышцы, непонятно, что точно, но ей больновато наступать. В школу, конечно, я ее отправила, бинтом эластичным аккуратненько обернула и сказала, что заберу ее, на хёрлинг не пойдет, потому что ей сейчас нагрузки не нужны лишние. Достаточно того, что в школе сегодня побыла. Сейчас услышу, как там она справилась. Расстроена была вчера очень, ругала себя, как я так могла. Я говорю, ну, Евушка, все в этой жизни через наш опыт, к сожалению, случается. Главное делать выводы и не повторять желательно. Еще иду пораньше. Я в прошлом видео рассказывала про анализ крови для детей в Ирландии. Я не знаю, как во всей Ирландии, но я думаю, что-то похожее. Но здесь это точно так. Я разговаривала с соседкой. Она поехала, вот у нее пришло время с того момента, как ее записала медсестра на ресепшене, ну, типа ресепшена в нашем хелси-центре. И где-то, она сказала, прошло 2 месяца. Она взяла, как обычно, ребенка со школы, запланировала, приехала туда, в этот Порт-Лиш, стандартный этот госпиталь. И ей говорят, а у вас вы отдавали уже эту форму или где она? Ну, что-то такое, я уже точно подробно не помню. Она говорит, нет, она у меня с собой. В общем, что произошло? Она все это время потратила на то, что просто спрашивали, какие у ребенка аллергии, что-то там, какую-то информацию спрашивали. Она просидела час, прождала, и по итогу ей сказали, ждите, теперь вам позвонит или напишет гематологический центр, и где-то это, ну, в лучшем случае, через месяц. То есть она потратила время, деньги на дорогу, никто ничего не сказал, ребенка вытащила со школы, чтобы просто приехать, ее расспросили. Я, честно говоря, в шоке. И сейчас думаю, я решила, что пойду, все-таки отправлю эту форму. Не знаю, правильно делаю, неправильно. Вот будет у меня эксперимент, мой опыт. Отправлю просто на вот этот адрес, именно гематологический центр, отправлю эту форму. Может быть, на что-то это повлияет. Мне, конечно, вообще не нравится такая ситуация, чтобы прождать 2 месяца, а потом еще. То есть ситуацию с ребенком уже надо решать. Мне нужно понимать, как быть с ее головной болью, искать причину, а просто не можем сдать анализ крови. Это издевательство просто. Поэтому, ну, как бы для себя, то есть для взрослого намного проще, да, я там взяла направление, сама заплатила, в общем, это попроще немножко. Сдала раз в неделю. В принципе, можно сдавать в любой день и без проблем. А для ребенка
Вот просто, мы не говорим о лечении, просто сделать анализ, чтобы понимать, что делать с ребенком. Поэтому сейчас иду на почту, вышла чуть раньше. Попробую отправить эту форму в этот центр. Они должны были тоже позвонить с больницы, записать. Не знаю, как это повлияет, это не повлияет, но, по крайней мере, попробую. Сделала фото этого направления и буду ждать. Варианта другого нет. У нас сегодня очень солнечно. Пишет в прогнозе погоды, что 12 градусов. Но в тени так действительно прохладно очень. А на солнце, наверное, 16 точно есть. Мне вот так очень комфортно. Поэтому радуемся солнышку. Получаем витамин D. И сегодня вечером у меня, как обычно, по средам спикинг, английский спикинг, вечерний класс. Жду, нужно еще подготовиться, домашнее задание сделать. Hello, I would like to send this on this address. I don't know it's needed. My address. It's GP. Take this. It's Just put that in with it, will I? Моя пусечка, как твоя ножка, лучше? Как, ты не идешь на херлинг? Нет, идем домой. Моя солнышко, ну смотрю, ты уже наступаешь нормально. Тебе получше стало? Расходила ножку? Ой, а что это такое? Что-то, Ева, ты мне такое. Ага, never give fire a chance. Почитаем. Окей. Сегодня готовлю себе вот такой обед, как я люблю. Кабачки и фарш. Вчера приготовила фарш. Кабачки, сверху фарш, который обжарила вчера с луком, немножко помидорчиков добавила со специями и вот порезала кольцами кабачок. Я люблю сверху рыбкой потом, когда запечется с сыром, и сверху еще туда рыбку консервированную. Тунец обычно использую, но пробовала еще красную рыбку, тоже вкусно. И сейчас попробую с фаршем, как это будет. Пришла из Next посылочка. Заказала позавчера, сегодня доставили. Еве жилетка. Мне нравится очень. Мы искали в Портлише что-либо, чтобы ей понравилось. Ничего нет. Жилеток вообще нет. То есть те, которые были, буквально несколько штук, они или черные, или... Да, только черные были, или каких-то на малышей. И вот только в Next я нашла. И то, что буквально несколько вариантов, ну, наверное, 2 варианта, которые ей понравились. И я взяла, за что я переживала, я взяла возраст 11-12, но я угадала, потому что как раз она будет такая, не впритык ей, потому что у нее такой, потому что у нее фасон такой коротенький. Ева не любит слишком короткое, поэтому, я думаю, будет идеально. Смотрите, здесь резиночка. Мне очень нравится, как она выглядит, и по качеству хороша. Здесь такие кармашки на застежечке. Дальше хорошая застежка. Внутри вот так. Капюшончик, что немаловажно. Стирка вручную, понятное дело. И цвет вот такой нейтральный, то, что ей подходит. Потому что вот проблема, чтобы... В принципе, и фасон подошел, и цвет понравился. Девушка у нас уже со своими предпочтениями, которые меняются очень часто. Поэтому приходится поискать, прежде чем что-то найти. Вот бабушка ей дарила крутяцкую жилетку. Мне она так нравится, но она внутри... Вот с этой стороны она розовая, здесь темно-синяя с такими кругленькими, с кружочками белыми. И она ее поносила буквально в прошлом году несколько раз, и на этом все. В этом году сказала: нет, ну вот никак, вот не буду, и все.
Поэтому заказала такую. Я думаю, она будет очень довольна. Мне нравится. И по цене такая стоит 33 евро и 2 евро за доставку. Вот, Евушка одела. Подожди, милый. Я очень рада, что я купила все-таки 11-12, потому что та была бы действительно коротенькая. Повернись, Ева, сзади. Смотрите, чудесно. Ева довольна. Капюшончик вместительный, да, Зая? Так что я переживала, не хотела брать, но сейчас я очень рада. Ева в восторге. Мягенько, приятненько. Карманчики модные. Нормально, конечно. Не прям большой. Все, довольный человек.